Еще раз здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас продолжается 24 февраля и новый обзор событий, что происходит на фронтах войны в Украине. Итак, начинаю смотреть опять с южного направления. Самое большое продвижение у российских войск именно на южном направлении. Примерно в районе полудня по московскому времени, не по киевскому, примерно в районе 11, российские войска взяли первую переправу через Днепр, плотину в Новой Каховке, Каховского водохранилища, и пошли дальше. Причем такая скорость продвижения обусловлена тем, что высаживаются по мере необходимости тактические десанты из вертолетов, которые берут под контроль ключевые объекты, дальше к ним подтягивается тяжелая техника, ну и соответственно идут группы дальше. То есть очень похоже, что работает спецназ ГРУ, который обеспечивает очень быстрое продвижение вперед. То есть южное левобережье по сути уже полностью перешло под контроль российских вооруженных сил. И, я так понимаю, стоит сегодня к вечеру ожидать появления российской колонны в районе Мелитополя. И также не исключено, что к вечеру уже наступит блокада Херсона. Потому что российские вооруженные силы, вероятнее всего, если скорость их не изменится, уже к Херсону подойдут во второй половине дня. На Донбассе идут тяжелые бои. Здесь вооруженные силы Украины, опираясь на заранее подготовленные рубежи, оказывают серьезное сопротивление, несмотря на потери. Продвижение корпусов народной милиции вперед все-таки пока удерживают свои позиции, и больших оперативных прорывов здесь нет. Правда, уже очень скоро это не будет иметь никакого значения, потому что российские части постепенно подтягиваются с севера. Как я сказал в предыдущем материале, город Харьков уже окружен. Тем не менее, на южных окраинах Харькова ВСУ попыталась сдержать наступление российских войск. Были потери, подбит танк, подбито несколько единиц бронетехники. Но это все-таки больше эпизоды, чем правило. Несмотря на то, что господин Арестович, который стал теперь официальным рупором офиса президента, который теперь комментирует военные бои и рассказывает о том, что все атаки там чуть ли не отбиваются, на самом деле даже его оптимизм, если посмотреть его глаза, то есть оптимизма в его глазах все-таки не просматривается. То есть на Харьковском направлении войска Российской Федерации продвигаются на юг, и пошли сообщения о том, что начали они входить в окраинные районы города, и ожидается, что очень скоро Харьков капитулирует. То же самое предложено Сумской городской администрации. Город блокирован российской армией, и сумским властям был предъявлен ультиматум сдать город до 17:00. Что скорее всего они сделают, потому что весь сумской гарнизон еще утром драпанул на запад. И огромные российские военные колонны движутся вслед за ним по дорогам по направлению на Конотоп и на Ромны. По колонне, которая идет на Полтаву, пока очень мало информации. Тем не менее, уже известно, что российские грачи работают в районе Полтавы, явно пытаясь обеспечить дальнейшее продвижение своих войск. Я думаю, что сегодня оттуда еще поступит много информации, и я с вами ею поделюсь. Что касается Черниговской области, то продвижение российских войск примерно можно обозначить по уровню северо-восточной Корюковки. То есть очень далеко все-таки от Чернигова, а значит сегодня Чернигову ничего не грозит. Но очень серьезный и, по-моему, самый важнейший удар российские вооруженные силы нанесли во второй половине дня в районе севернее Киева. Мощнейшая десантная операция с привлечением до 50 вертолетов. Причем главной задачей этой операции является занятие аэродрома в Гостомеле. Большого аэродрома, принадлежащего НТК Антонов, на который могут садиться большие военно-транспортные самолеты. За аэродром продолжает идти бой, но очень похоже, что его участь предрешена. А значит, взлетно-посадочная полоса аэродрома будет разблокирована, и туда начнут прибывать российские воздушно-десантные войска. Причем не исключено, что это произойдет уже сегодня. То есть все-таки основной удар в районе Киева Москва таки нанесла. И здесь будут разворачиваться основные события, потому что блокирование Киева — это важнейший момент всей операции. Потому что главная задача сегодня не дать собраться киевской власти, которая получила очень мощный удар обухом по голове, но если дать ей собраться, она вновь попытается оседлать ситуацию и вернуть себе некую субъектность. Поэтому сейчас в районе Гостомеля решается очень многое. То есть если российским войскам удастся занять аэродром, а очень похоже, что как раз его-то они уже заняли, но по периметру еще идет бой, и удастся зачистить периметр, то после того, как будет получена первая помощь в виде нескольких бортов Ил-76, дальше участь Северного фронта обороны Киева будет предрешена. Держать его далее не будет иметь никакого смысла, и через белорусскую границу массой хлынет российская техника, которая пока воздержится на этом направлении от наступательных операций. Вот примерно так на сейчас, на 14:52 по московскому времени, выглядит ситуация на фронтах войны на Украине. Естественно, я продолжаю следить за событиями, и следующий обзор будет, я надеюсь, опять часа через 3-4. Поэтому подписывайтесь на канал и ждите следующих обзоров. А пока у меня все.